Сегодня мы отправляемся в Самарию, надел Ефраима и Менаше, детей красавца Йосефа, одного из 12 братьев, любимого сына Якова. Западная Самария – удивительное место, один из примеров того, как разнообразен маленький Израиль. Можно плестись в пробке по забитому машинами шоссе в центре страны и видеть на востоке, в считанных километрах от вас, манящие зеленые горы и холмы западной Самарии, свежий воздух, пустые дороги, причудливые скалы, сосновые леса, масличные деревья и лучшие виноградники страны. Даже в Песах и Суккот, когда весь Израиль выполняет данный еще Аврааму завет: «Встань, пройди по земле этой, в длину ее и в ширину ее». Здесь нет пробок и толпы. Так было и в древние времена. Люди боялись селиться в здешних горах, поросших густым, полным зверей лесом. И только сильные еврейские племена Ефраима и Менаше смогли покорить и обжить гору. Из Иерусалима или из Ариэля по дороге працев, проходящему по вершинам гор шоссе номер 60, мы едем до поворота на шоссе номер 465 в Вади-Хармия. Эта дорога соединяет горы и море, ведет через Мадиин на запад, на побережье. Удобная древняя дорога была известна во все времена. Сразу после первого изгиба шоссе стоит притормозить и заглянуть в пещеру, которую вы видите на экране. Это пещера Бильга. Здесь археолог Александр Сукеник еще во времена английского мандата нашел древнюю надпись на иврите. Он срисовал четко сохранившиеся 3 буквы. Залезть в пещеру не составляет труда, сложнее разглядеть буквы на стене, прямо напротив входа – Ламет, Гимель и Гей. Александр Сукеник, найдя эту надпись, установил, что на стене пещеры было написано слово «Бильга». Первая буква этого слова сохранилась нечетко. Это была очень известная фамилия Коэнов в период Второго храма. В частности, известна скандальная история с Мирьям бат Бильга, которая вышла замуж за грека и смеялась над еврейской традицией. Так что же делает надпись «Бильга» в этой пещере? Осмотримся вокруг. Рядом арабская деревня Джафна. Это библейская Гафна, в переводе «виноград». Именно здесь и жила семья Бильга, и не только она, но и много других семей Коэнов. Из Талмуда известно, что в селении Гафна 80 Коэнов поженились на 80 сестрах, тоже происходящих из семей священников. Отсюда следует, какой огромный город Коэнов был здесь когда-то. А в пещере, где была найдена надпись, Мирьям бат Бильга, возможно, пряталась от своих родственников. Или влюбленный в красавицу-еврейку грек писал ее имя в ожидании свидания с любимой. Возможно, он прятался в пещере, чтобы остаться незамеченным многочисленными коэнами, проходившими по дороге. Эту загадку нам не разгадать, но буквы, нацарапанные на стене пещеры, остались и наводят на размышления. Библейские Гафна и Бер-Зайт – это сегодняшние арабские деревни Джафна и Бир-Зайт. Эти имена – Гафна и Зайт, виноград и оливки – не случайны. Это то, чем славились местные горы. Продолжим путь дальше. Вскоре откроется море на горизонте. Топография местных гор меняется. Вместо пологих холмов здесь крутые неприступные склоны. В книге Иошуа бен Нуна рассказывается, как колено Ефраима сетует, что очень мало земли оно получило. «И говорили сыны Йосефа с Иошуа, сказав: почему дал ты мне надел по жребию одному и участок один? Я же народ многочисленный,
ибо благословлял меня до ныне Господь. И сказал им Иошуа: если ты народ многочисленный, то поднимись в лес и расчисть его себе. И сказали сыны Иосифа: недостаточно нам гор. И сказал Иошуа дому Иосифа, Ифраиму и Менаше так: народ многочисленный ты, и сила твоя велика, и гора будет твоей, а так как лесиста она, то расчистишь ее, и будут для тебя отроги ее. Объективно, дети Иосифа, колена Ефраима и Менаше, получили очень большую территорию, весь центр страны. Так чем же они недовольны? Дело в местной топографии. Здесь не просто земля, а горы, в древности поросшие густым лесом, полным диких зверей. Даже сейчас мы ясно видим, как трудно заниматься земледелием на склонах, как трудно выращивать здесь урожай. Археологи подтверждают, что здесь, в горах Западной Самарии, не жил никто до появления здесь еврейских племен. Самые ранние из найденных здесь обломков керамической посуды относятся к железному периоду, то есть ко времени заселения еврейскими племенами страны Израиля. Именно тогда впервые начинается оседлая жизнь здесь, в районе труднодоступных гор. Именно еврейские племена сумели покорить гору. Между Шило и Бейт-Элем по решению израильского правительства на государственной израильской земле строится новый арабский город – Рауаби. Город строится на территории Си, то есть в зоне, находящейся под полным израильским управлением, рядом с израильским поселением Атерет. Цель строительства – обеспечить непрерывность арабского присутствия между Шхемом и Рамаллой. Всему Израилю грозит экологическая катастрофа при введении в эксплуатацию города Рауаби. Нечистоты города будут сбрасываться за город в пустующие вади, как это уже происходит с Рамаллой, несмотря на импортную систему очистных сооружений, построенных для арабской автономии. Что касается источников воды в горах, то информацию о том, сколько воды выкачивают сегодня арабы, никто не знает, потому что это секретная информация, которой с врагом и оккупантом не делятся. А поскольку у нас общий с палестинской автономией водоносный слой, то без необходимой координации, без единого продуманного управления неизбежна экологическая катастрофа всей страны. Кстати, цены на жилье в Рауаби такие, о каких израильтяне не могут даже мечтать. Строит израильский подрядчик. Евреям, понятное дело, покупать здесь запрещено. А вот ближайшая арабская деревня Цафа сохранила имя еврея, которого звали Цуф Эфрати. Он был отцом Эльканы, а тот, в свою очередь, отцом пророка Шмуэля. Цуф Эфрати – родоначальник здешнего поселения. И сегодняшнее еврейское поселение называется в его честь Неве-Цуф. Но у арабской деревни Цафа есть еще одно название – Кафр-Ешуа, то есть Кфар-Яшуа. И если новое поколение евреев забудет Цуфа-Эфрати, то арабская деревня сохранила для нас имя еще более известного героя Танаха. Его имя Яшуа. Вероятно, это тот самый знаменитый Яшуа бен Нун. Наша следующая остановка в лесу, там, куда указывает табличка Яр Неве Цуф. Ценность этого природного леса заметили еще англичане. Места здесь были объявлены национальным заповедником еще в период британского мандата. Дубовый лес вокруг – это живая иллюстрация к Танаху, где говорится про лесистую гору Эфраима.
Проехав еще чуть вперед, прямо у дороги обнаруживаем Маян-Меир. Два источника рядом, Эйнаим, соединены выдолбленными в камне акведуками и бассейнами. Между ними столы для пикников, скамейки, навесы для тени. Одно из последних открытий археолога доктора Эйтана Кляйна связано с этими местами. Он утверждает, что нашел библейский Эйнаим, упомянутый в книге «Бытие» в истории Иуды и Тамар. Если это Эйнаим, то здесь, у дороги, возможно, сидела сама Тамар, обиженная на своего свекра, Иуду. Именно от него мы все называемся Иудим. Тамар, успевшая похоронить двух мужей, сыновей Иуды, переодевается в блудницу, чтобы соблазнить Иуду. Она садится у дороги, где должен пройти Иуда, у входа в Эйнаим. Эйнаим в переводе «два источника». От этой исторической встречи Тамар и Иуды в Эйнаим ведут свое происхождение большинство ныне живущих евреев.